Я, Дятлов Анатолий Степанович, бывший заместитель главного инженера Чернобыльской атомной электростанции по эксплуатации. Давайте вернемся к тому, в общем-то, злосчастному дню, 25 апреля 1986 года. Я говорю 25, потому что начало работ по остановке 4-го энергоблока на ремонт как раз было начато 25 апреля. Но после того, как снизили мощность, отключили одну турбину, как известно, диспетчер энергосистемы запретил дальнейшее снижение мощности. Это было в середине дня 25 апреля. Ну, как всегда, мы полагали, что дальнейшая разгрузка станции будет разрешена к вечеру, после прохождения максимума вечернего потребления электроэнергии. Поскольку у нас еще намечались, то есть были не выполнены намеченные работы, которые всегда проводятся в том или ином объеме при остановках энергоблока на ремонт, и я практически всегда при пусках блока и при остановках блока находился на блочном щите или на самом блоке от начала и до конца. Здесь из-за остановки я пошел домой немного поспать после обеда и попросил оперативный персонал, чтобы мне сообщили, когда будет разрешено дальнейшее снижение. Ну, где-то часа 2-3 поспал, и около 10 часов мне позвонили с блока, что разрешено дальнейшее снижение мощности энергоблока. И я пришел на блок. На блочный щит управления пришел около 11 часов, когда мощность реактора была еще 50%, и в 11 часов начали дальнейшее снижение. Переговорил я затем с начальником смены блока предыдущей смены Юрием Трегубом. Поговорил с Сашей Акимовым, это начальник смены блока, который заступал в ночь. Все вопросы были для них ясны, как для Трегуба, так и для Акимова. Вот. У нас и никаких особых работ уже к этому времени не оставалось. Нужно было снизить мощность, разгрузить турбину, по мере разгрузки замерить ее вибрации, потому что на 8-й машине как раз была повышенная вибрация, и нужно было отбалансировать машину.
Затем нужно было измерить, ну или провести эксперимент по выбегу турбогенератора и питанию механизмов собственных нужд во время максимальной проектной аварии. Это был эксперимент, который должен был быть, вообще-то говоря, проведен еще до начала пуска энергоблока. Его при пуске энергоблока не провели. Затем в 1984-м, в 1985 годах был проведен эксперимент, однако показал неудовлетворительные результаты по скорости падения напряжения, и пришлось доработать блок в системе возбуждения генератора. И вот теперь, после доработки, в 1985 году на 3-м и на 4-м энергоблоках были проведены эксперименты, но на холостом ходу. А затем намечен эксперимент, наиболее приближенный к реальной обстановке. Провести его было необходимо, и это делается всегда, поскольку это была проектная система. Необходимо сказать заранее, что эксперимент этот никакого отношения к аварии не имеет. Это его связали с аварией только недобросовестные расследователи этой аварии. А так, все это произошло из-за совершенно неудовлетворительных характеристик реактора, которые тогда еще не были ясны. И сама авария, вот такой, ее даже нельзя назвать и аварией, это катастрофа, которая не мыслилась. Она могла произойти при проведении любой другой работы. Никоим образом не связанная с проведением эксперимента. Она произошла при проведении эксперимента, но не из-за проведения этого эксперимента. И программа составлена, в общем-то, грамотно, осмысленно. Мы ее обсуждали несколько раз. И она уже до этого была еще обсуждена не раз. Никаких замечаний практически по ней-то и не было, несмотря на то, что после аварии она была под пристальным вниманием очень большого количества специалистов. Но существенных каких-то замечаний ни один не дал. Все это, совершенно натянутое. Особенно говорят, что программа меры безопасности не предусматривала. Неверно это. Если посмотреть всю программу, то там совершенно ясно и четко указаны все меры безопасности, в том числе по переключению
питания, электрических систем и прочее. Но хочу сказать, что никакого отношения к аварии эта программа не имела. В дальнейшем я ушел с блока, то есть с блочного счета управления, пройтись по помещениям не с тем, чтобы осмотреть прямо непосредственно перед остановкой места наиболее интересные для меня, потому что обычно какие-то дефекты, они проявляются при смене режима работы. Более охотно проявляются. Это с одной стороны. С другой стороны, когда еще параметры, температура, давление полные, но мощность снижена, можно более внимательно осмотреть оборудование в тех помещениях, где очень неблагоприятная радиационная обстановка. Примерно в половине первой ночи я вернулся на блочный щит управления и прямо от двери увидел, что около щита управления реактором, склонились несколько человек. Это был сам оператор реактора Топтунов, Акимов Саша и дублеры оператора реактора Кудрявцев, Проскуряков. Возможно, был кто-то еще, хотя я не помню. Я подошел и увидел, что мощность реактора порядка где-то 50-70 мегаватт. Спросил у Саши Акимова, почему такая низкая мощность? Он говорит, да вот при смене автоматического регулятора мощность провалилась до 30 мегаватт. Никаких вопросов это не вызывало. Нет таких реакторов, где бы мощность не снижалась по тем или иным причинам. Нет таких операторов, у которых мощность бы не предусмотренно снижалась по каким-то причинам. И это совершенно обычное явление. Поэтому у меня никакой тревоги или чего-то не вызвало. Я разрешил подъем дальше мощности. И отошел для того, чтобы переговорить с Метленко, руководителем по выполнению технической программы выбега турбогенератора, по готовности к ее проведению. Нас обвиняют тут, что вот мы после этого провала в нарушение подняли мощность реактора. Никакого нарушения здесь нет. Все это согласно регламенту. Да, конечно, провал мощности отрицательно повлиял. Но это только на таком реакторе, который выполнен с большими отклонениями от норм проектирования. Только на таком. А так, это все было согласно тех эксплуатационных документов, которые были на 1986 год.
И никаких нарушений мы не сделали. И вообще, на нас столько наговорили, что создается впечатление, что мы инструкции изучали только для того, чтобы знать и делать наоборот. Вот. И аварийную защиту вывели в нарушение. На самом деле никакого нарушения. Когда меня арестовали, я следователю сразу же указал, что никакого нарушения нет, и показал пункт регламента. Вот. Но это абсолютно не помогло, потому что и дальше в обвинительном заключении, и в приговоре все это идет как нарушение персонала. На самом деле никаких нарушений, которые могли бы привести не только к взрыву, а даже к остановке реактора, 26 апреля и 25 оперативный персонал не делал, не допустил. И ни о каком взрыве реактора не может быть и речи, если бы реактор был выполнен согласно правил проектирования реакторов. Вот. После того, как мощность была застабилизирована на 200 мегаваттах, все работы по замеру вибрации турбины были сделаны. Саша Акимов доложил мне, я собрал всех людей, заинтересованных в проведении опыта, провел последний инструктаж и разошлись для наблюдения. Каждый за теми приборами, которые ему были названы. В 1 час 23 минуты 04 секунды начался эксперимент по выбегу турбогенератора. Это зафиксировано системой контроля. И все шло нормально. Было очень тихо на блочном щите управления. Никто не разговаривал, все наблюдали за тем процессом, который проходил в это время. Я услышал разговор. Обернулся. Оператор реактора Топтунов что-то говорит Акимову. От меня они находились, на расстоянии 80 метров. А сами они друг от друга находились в 2-3 метрах. Что они говорили, я не слышал. Но разговор у них был совершенно спокойный. Акимов сказал глуши реактора и показал пальцем так, дави кнопку. Я отметил, что на инструктаже, было условлено сразу с началом выбега глушить реактор. Почему-то Саша Акимов не дал команду на глушение реактора. Но я и тогда не придал значения этому. После того, как я изучил все показания приборов, после аварии уже, и сейчас не придаю. И практически со мной согласны все. Отправлял я и
в МАГАТЭ, они тоже согласились со мной, что авария произошла бы и при начале эксперимента, если бы была нажата кнопка. Не от этого, абсолютно не от этого авария произошла.